Вот такая вот у нас коробка, хорошо запечатанная. Так, внутри, как вы видите, все надежно защищено пупырчатой пленкой. Целых 2 слоя. И вот здесь у нас уже первый набор. Но мы их сейчас рассмотрим более подробно. Так, приступим к разбору. Первый на очереди у нас будет комплект в стиле китайских мифов. Начнем мы с ладьи. Первая наша фигура, она будет вот такая вот. Ладья в китайском стиле выглядит как вот такая вот восточная пагода. 3- или 4-этажное здание с платформой на крыше. Выполнено очень качественно. Видно, что каждая колонна отделена от здания. Имеется черепица, тоже ярко выделенная. И в целом даже видно какие-то окошки. Очень качественно сделано, а платформа сделана в виде такой подставки с иероглифами и какими-то символами. Не знаю, что значит иероглифы, возможно, это название самой фигуры. В данный момент это ладья. Следующий по порядку у нас идет конь. Конь в этом комплекте выглядит вот как такой вот очень симпатичный дракон. Хорошо выполнена чешуя. То есть вы сами видите, что здесь все детально отработано. Платформа в таком же стиле, как и предыдущая фигурка. То есть здесь какие-то есть у нас символы и иероглифы, которые, по всей видимости, обозначают, что это дракон. Вот такой вот симпатичный у нас аналог коня в китайском варианте. Следующий у нас это будет слон. Слон в китайских шахматах выглядит вот как такой, даже не знаю, кто это, священник или какой-то волшебник, одет в такую длинную мантию с какими-то узорами на спине. Также у него на голове одет что-то вроде капюшона и какая-то шапка. Похоже на шапку епископа, но что-то, видимо, в китайском стиле. То есть такой вот тоже довольно детальный, хорошо сделанный персонаж, аналог слона. Следующий у нас это ферзь. В данный момент это королева, какая-то китайская, не знаю, императрица или что-то вроде того. У нее в руках веер, как вы сами видите. Во второй руке, даже не знаю, какой-то флакон или что это такое. Ну, какая-то емкость, видимо. Очень такое детальное платье. Или это кимоно. Сложно сказать. Похоже на какое-то платье. Все узорчатое. На спине вы сами видите здесь. Четко сделаны узоры какие-то. Цветы, может быть. На плечах что-то вроде какой-то мантии с наплечниками. И на голове какой-то такой интересный головной убор. Не знаю, как называется. Но, скорее всего, есть какое-то название у него. Также у всех платформа очень детальная. Имеются иероглифы и какие-то символы. Кстати, все фигурки имеют вот такую вот закрытую поверхность, то есть они не полые, не пустые внутри, а чем-то снизу обработаны. Тут даже не знаю, что это, то ли пластик, то ли какой-то другой материал, но похоже на пластик. Так, следующий у нас это король, то есть главная фигура в войске. Выглядит она вот как такой вот азиатский император с мечом в руке, тоже в дорогой мантии, с узорами. На голове какая-то корона, шапка, какой-то, видимо, аналог короны в восточном стиле. На спине у него тоже такой вот какой-то узор. Это даже не цветы, даже не знаю, что это, какой-то орнамент. Тоже такие наплечники интересные, с какими-то узорами. В целом выглядит очень даже симпатично. И вот такой вот меч в руках. Так, меч, по-моему, сделан в каком-то китайском стиле, вот с таким вот навершием. Как вы видите, здесь какие-то 3 точки сверху на мече. Какие-то 3 символа, может быть. Тоже очень классно выполнен. Так, сейчас расставим все фигурки. Еще остался у нас последний. Это пешка. Пешка здесь выполнена в таком виде, как какой-то, не знаю, даже самурай, воин. То есть, сами видите, он сделан как такой воин с мечом, в латных доспехах. Ну, как по мне, это самый ближайший аналог какого-то самурая. Очень похож, по крайней мере, по доспехам, по оснащению. Такие пластинчатые доспехи у него. На голове шлем с таким вот хвостом или что это. Ну, выглядит очень классно.
Тут у него под ногами еще камень какой-то стоит. Это какая-то ветка, я так понимаю. Очень интересно сделанная фигурка. Давайте расставим, посмотрим, как полностью выглядит весь комплект на доске. Так, это у нас еще один слон. Конь. Аналог в виде дракона. Башня в виде пагоды, ладья. И еще пешки. Так, осталось еще 2 пешки. И вот так выглядит весь комплект, как вы видите. Очень интересный дизайн. Если кому нравится, то в описании будет ссылка. Я отправлю магазин, где этот набор заказал. Вы можете взять себе такой же. Там есть также другие расцветки, не только такой розоватый. Есть разные цвета другие. Следующий комплект на обзоре — это у нас шахматы в таком средневековом греческом стиле. Начнем, как обычно, с ладьи. Ладья у нас выглядит вот как такая вот крепостная башня с каким-то символом на самой башне, то есть какой-то герб. Платформа выполнена вот в таком стиле, как какие-то древние греческие колонны исторические. То есть вы сами видите, сейчас камера сфокусируется. Вот такой вот орнамент имеется на каждой фигурке. Башенка имеет у нас полость сверху. В принципе, выглядит как стандартная классическая средневековая крепость. Это у нас была ладья. Конь здесь выглядит, в целом, как обычный конь, но такой тоже с гербом. На лбу, кстати, тоже герб какой-то имеется. Такая прическа у него солидная. И как будто бы наш конь имеет еще некий аналог кольчуги или что-то вроде того. Такой вот мощный, симпатичный конь. Дальше у нас слон. Слон у нас выглядит как священник, как епископ. То есть с английского слон это бишоп называется. И здесь он представляет как раз-таки такого классического бишопа, священнослужителя. Также у него есть этот герб, который у остальных фигур тоже был на шапке и на груди. Такая мантия с наплечниками, какой-то жезл или что-то вроде посоха. И как и у всех остальных фигурок, у него есть вот такая платформа. Солидная, выглядит как какая-то историческая колонна. Это был слон. Следующий у нас это ферзь. Ферзь тут сделан в виде девушки-королевы, то есть квин. Она у нас также имеет какую-то одежду в стиле кольчуги или что-то подобное. Также у нее есть наплечники на плечах, то есть какая-то как мантия, на голове корона. В целом видно, что это девушка с какой-то такой не сильно длинной прической и также платформа. Качественная в виде колонны с таким вот орнаментом. Такие ромбики. Следующий, самая важная фигура — это король. Король выглядит как вот такой мужчина лет, не знаю, 50, может быть, в такой солидной короне, которая гораздо выше, чем у королевы, то есть точно не спутаем его. У него также есть орнамент на его кольчуге, наплечники более массивные, и в отличие от королевы, у нее не просто как будто тканевый, а у него это все-таки выглядит как более надежный вариант, что-то вроде каких-то кольчужных доспехов. Следующий у нас это пешка. Пешки здесь выполнены не как люди, как классическая пешка, но также у нее есть орнамент какая-то, то ли мантия, то ли накидка, что-то вроде того. Такая небольшая пешка в виде колонны. И таких у нас 8 штук, как положено. Давайте сейчас все расставим, посмотрим, как выглядит в целом вся доска. Цвет, кстати, у этих фигур довольно приятный, какой-то такой шоколадный. Чем-то похож на шоколад или какое-то мороженое шоколадное. Вот так выглядит полный набор на доске. Как по мне, очень симпатично. Если вам такой нравится, то в описании будет ссылка, где этот комплект заказал себе, и вы тоже можете его взять. Следующий наш набор — это шахматы, которые назывались в магазине как набор короля Артура. Вот выглядят они так. Начнем мы обзор с ладьи. Ладья выглядит вот
в таком стиле. То есть здесь очень много каких-то орнаментов. Даже не знаю, это лианы, не лианы, растения. Ну, больше похоже какой-то орнамент. Также он имеется на башне. Платформа вот такая, просто без всяких узоров. Просто массивное такое основание для ладьи. Такая вот башенка полая внутри. Выглядит как какая-то средневековая крепость из легенд. Это у нас была ладья. Следующий у нас конь. Конь выглядит вот как такая вот немножко диковатая лошадь. Как вы сами видите. У нее открытая пасть. При этом очень даже хорошо видны зубы. То есть вот, если вы видите на камере, то здесь у нее есть зубы. Довольно детально она прорисована. На щеках также имеется орнамент у этого коня. Такая массивная грива. Так, больше кроме щек орнаментов я нигде не вижу. Также имеется платформа, довольно широкая. То есть конь наш будет стоять очень устойчиво. Вот такой конь. Следующий у нас это слон. Опять же, в европейском стиле сделанный в виде бишопа, то есть епископ, какой-то священнослужитель. Может быть волшебник, но скорее всего, судя по шапке, он больше похож на какого-то священника. Вот такая у него шапка, кстати, как типичный разрез у фигур слона. Если вы помните, как выглядит обычный слон. Вот как раз шапка его соответствует такому стилю. Тоже какая-то у него накидка такая, узорчатая вся. Плюс сама шапка с узорами. Ну и в целом сделан довольно качественно. Такой бородатый священник. Не знаю, лет, наверное, 50 может быть. Это у нас был слон. Следующий у нас будет ферзь. Ферзь у нас выглядит вот как такая мадам. Ну, то есть квин, королева. Тоже с очень такой густой шевелюрой. Вот какая-то у нее жилетка тоже вся с узорами. На голове какой-то аналог небольшой короны, который запутался у нее в волосах, правда. Но все же с такой прической неудивительно, что корону почти не видно. А вот, кстати, у королевы уже, видите, есть более существенная основа для подставки. То есть это вот такой фундамент, как корона. У остальных такого не было, хотя вот, например, у епископа уже есть какой-то маленький такой аналог короны снизу. А у королевы он еще выше, как вы видите на доске. Следующий у нас это король. Ну, король самая важная у нас фигура, самая ценная. Имеет очень солидную корону, менее густую прическу, чем у королевы, у ферзя. Но тоже довольно у нас он с густой шевелюрой король. И также у него такая массивная корона, которая удерживает его голову на пьедестале. Такой вот у нас король. Пешка здесь сделана попроще. Это вот такая вот, можно сказать, классическая пешка с орнаментом со всех сторон. Небольшого размера, без какого-то такого резного фундамента, просто основание надежное, чтобы пешка не упала. Так, сейчас мы все расставим, чтобы увидеть, как в целом выглядит вся доска с такими фигурами. Вот это у нас весь комплект фигур. Называется сет короля Артура. Если вам понравился, то, как я и говорил, в описании оставлю ссылку, где можете такой комплект себе тоже заказать.